Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам показать вот такую интересную оригинальную модель, которую я нашла в интернете из старого журнала. Может быть, не очень старого, но это журнал иностранный. Я даже не смогла определить, какой язык, но точно не немецкий. Так, посмотрите, отличительная особенность, как вы видите, которая очень бросается в глаза. Это такой рукав, расклешенный к низу, да, который создает такой некий романтичный, женственный образ. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. В целом, даже сам вот этот узор такой какой-то некой старинностью, что ли, тонкостью отличается, да. Мне очень он понравился, очень оригинальный узор и сам фасон. Мне понравился сам образ и узор. Я обратила из-за этого внимание на эту модель. Интересно, привлекает сразу взгляд, задерживается на данном джемпере. И я решила сделать по нему мастер-класс. И сейчас я вам его предлагаю. У нас есть выкройка, схема. Мы будем с вами делать все от начала и до конца. В теоретическом так виде создадим проект данного джемпера. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу фирмы Alize Кашмира Pure Wool, 100% шерсть. Но она очень мягкая и совершенно не колется. Видите, 100% шерсть. Турецкая пряжа. В составе шерсть в 100 грамм 300 метров. И, в общем, пряжа восхитительная. Вязать одно удовольствие. Колкости вообще абсолютно никакой. Вот так я хочу сказать, что про пряжу. Ниточка хорошо скручена, объемная. Для вязания образца я использовала 3,5 спицы. И вот так у меня получилось. Выглядит 2 раппорта в высоту и 1 в ширину. Вот такой интересный узор, который, видите, немного волнистый в вертикальном получается состоянии. То есть у нас здесь меняется количество петель. В начале идет 20, да, а потом побольше расширяется. Потом снова 20, становится опять побольше. Но в целом плотность у полотна все равно получается одинаковая. Вы это можете увидеть в видео в моем в конце мастер-класса, когда я определяю плотность и по вертикали, и по горизонтали. И затем я объясняю, как расположить узоры на тот или иной размер. Объяснения у меня очень доступные, понятные. Описание я сделала для маленьких размеров, то есть там у меня 42, 44, 46, но я рассказываю в конце видео, как сделать на любой размер, имея ширину спинки. Посчитать количество петель. И когда девочки задают мне вопросы в комментариях, сколько нам набрать петель на тот или иной размер, мне становится как-то даже немного обидно. То есть они даже не удосужились посмотреть до конца мой мастер-класс. Хотя я об этом постоянно говорю. Так, девочки, теперь по поводу мягкости я сказала. Приятная пряжа, ее можно носить на тело. То есть
она не имеет никаких показаний по колкости там. Абсолютно мягкая, уж поверьте. Я это понимаю немножечко. Уже столько пряж перевидала. Так, в общем, рекомендую. Очень хорошая пряжа, девочки. Очень приятно ее из нее вязать. Думаю, что она теперь будет моей самой любимой в линейке. Первое, что я хотела бы вам показать, это страница из журнала, где есть описание. Вот так выглядит у нас модель 8, видите, да? Если увеличить, то это будет вот так выглядеть текст. Возможно, кто-то сможет прочитать здесь и все понять, что здесь написано. Но я, честно сказать, чисто логически рассуждала. Вот так выглядит у нас схема узора. Я ее еще потом расположу, продублирую в своем профиле в Одноклассниках. И ссылочка будет под видео, кому будет нужно. А так можете, девочки, делать скрин экрана, в принципе, пожалуйста. Так, что еще здесь я почерпнула? Ну, что-то все-таки мне пришлось здесь разобрать. Например, попетельно, вот это вот попетельное описание, в принципе, тоже по логике вещей я стала понимать, что тут к чему и как идет. По схеме тоже могу вам, девочки, рассказать. Сейчас я вам покажу ее, конечно, в более крупном виде. Она у меня есть, та схема, с которой я работала. И вот смотрите, здесь у нас идут с вами условные обозначения. И кому интересно, я сейчас их прокомментирую. Смотрите, этот вот знак у нас обозначает пустая клеточка, это лицевая. Вот такая горизонтальная черточка, это изнаночная. Вот такой знак я вообще не нашла на схеме, да. Кружочек в квадратике – это накид. Вот такой знак петля – это скрещенная лицевая. Серый квадратик – это нет петли. Вот такой значок – это значит 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот такой значок – это значит 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот такой значок – это 3 вместе лицевой с наклоном влево. А вот такой значок 3 вместе лицевой с наклоном вправо. А вот этот значок обозначает 5 петель вместе с выделением центральной петли. То есть я вот так вот все это дело расшифровала и связала. Это я не переводила, это я просто логически так помыслила, глядя на сам узор уже связанный, да, ну и само по себе, по логике вещей, это можно понять и определить. Так, второй лист у нас выглядел описание вот таким образом. Здесь есть выкройка. Вот видите, кому нужно, делайте, девочки, скрин. Вот это описание и выкройка. Вот выкройка. И как обратили вы внимание, здесь вот такой странный рукав, да, ну то есть расклешенный к низу, вот таким буфером каким-то, я не знаю, как это даже охарактеризовать. Поэтому я рассказываю, сколько набрать петель в своем описании, потом говорю самую широкую ее часть вот здесь, да, объясняю, сколько здесь должно быть петель. А вот эти все округлости, девочки, это вы уж как-то самостоятельно, потому что я рекомендую сделать выкройку в натуральную величину и вязать, прикладывая к ней. Особенно вот здесь вот эти все округлости, вот здесь вот, да, расширение сложное идет. Чтобы добиться максимально правильного эффекта, именно так я вам рекомендую сделать. Как видите, описание составлено на несколько размеров, и выкройка дана у нас с вами в дюймах. И пусть вас это не пугает. Сейчас я вам покрупнее открою эту выкройку.
Вот, посмотрите внимательно. Эти все размеры в дюймах легко переводятся в сантиметры. Например, вот 18 дюймов. 18 дюймов надо умножить на 2,54. И вы получите величину в сантиметрах. Также и с любой величиной. Например, вот здесь 8,1/2, да? Ну, то есть 8,5. И 8,5 дюймов вы умножаете на 2,54, и у вас получается величина в сантиметрах. Вот и все. Нету сложностей никаких. В принципе, по этой выкройке я и составила описание для первой вот этих двух величин. То есть у меня получилось на 42, 44, 46 получается размеры. И, мои хорошие, я в конце видео очень подробно рассказываю, как логически помыслив сделать на любой размер. То есть расположить узоры, там есть нюансы, которые вы, внимательно просмотрев и послушав меня, я думаю, без проблем составите для себя индивидуальное описание на любой требующий вам размер. Вам понадобятся свои мерки, конечно же, на этой выкройке поставить, свою длину, зависит от вашего роста, ваших желаний, да, ширину, конечно же, изделия и, конечно же, какой вы хотите вырез горловины. Глубокий, не очень глубокий. Здесь вот, например, глубина не показана. Я считала приблизительно 10 сантиметров глубина, плюс-минус там пару сантиметров. Так, ну, в общем, про выкройку вот все, что я вам хотела сказать, собственно. Так, что еще показать вам, мои хорошие? Схему я вам тоже рассказала. Ну и, конечно же, у нас осталось описание. Описание, вот так я его написала, красивый джемпер в винтажном стиле ажурным узором. Да? Пишу размеры, какие у нас тут с вами присутствуют. Мы определяем в конце видео плотность. Пряжу вы уже видели, да, 100% шерсть. Кстати, проценты почему-то я не написала. Очень интересно. Я поступила. Так, метраж тоже указан, 300 метров 100 грамм, да, и какой расход пряжи, я предполагаю, что при таком метраже это будет 400-500 грамм, может даже поменьше, 400-450 грамм. Цвет у нас темная роза, спицы 3,5. Понадобятся еще круговые спицы для обвязки горловины. Описание вязания тоже у меня составлено. На два вот этих размер, на самый маленький, да, вот 103 петли мы набираем, и на самый большой, ну как в смысле, 44-46, побольше количество петель. Почему именно такое количество петель? Опять подчеркиваю, все разъясняю в конце видео, где идет у меня самая главная объяснительная часть, как расположить узоры, что с чем там связано. Так. Это видео, это описание я расположу под видео, поэтому сможете в свободном доступе почитать его, да. Так, теперь вот эти вот по краю горловины петельки 100-110, ну это тоже как бы исходя из логических таких моих размышлений, обязательно опытным путем это надо проверить. Также, как я и сказала, опытным путем обязательно делайте выкройку в натуральную величину. И вот эти все округлые линии на рукаве вяжите, сверяясь с этой выкройкой, потому что так сложно прогнозировать, что там с кем. Теоретически тяжело, это нужно все-таки практически воплотить, а потом уже как бы что-то там писать. Да? И я не берусь рассматривать такой вариант. Нужна выкройка. Так. Ну, собственно, что еще? Сейчас мы будем с вами вязать узор. Там я тоже рассказываю про резинку. Она тоже у нас идет со скрещенными лицевыми и скрещенными изнаночными. И, в общем-то, вы обратите обязательно на это внимание, что резиночка в нашем изделии не совсем обычная, а вот именно такая, какая я вам сейчас сказала, и показываю, как ее, в принципе, вязать. Она у нас там по узору следует, вы увидите. Так, мои хорошие, давайте с вами приступим к вязанию узорчика. Так, мои хорошие, вот такая у нас с вами схема этого узора. Здесь у нас постоянно будет меняться из ряда в ряд количество петель.
Ну, пусть вас это не смущает. Узор все равно у нас получится очень хороший, интересный. И вот смотрите, значит, раппорт официально как бы начинается с 20 петель, потом немного расширяется, идет широко-широко, да, а потом опять становится 20, да. То есть вот таким образом. И высоту это 30 рядов занимает этот узорчик. Ну, мотивчик такой не очень сложный. Вы сейчас это поймете, в принципе. Вот я уже один раппортик связала, да. И причем здесь еще я вот начала с резиночки, вы поймете, там из резиночки сразу у нас вырисовывается узор, да. То есть я здесь поменьше сделала, но вообще там 3 сантиметра рекомендуют. Ну, у меня вот 2,5. Я просто так для образца, для себя, просто мне интересно было, как это будет переход выглядеть. Связала. Короче, девочки, просто набираем, значит, с вами 22 плюс 1 для симметрии. Что такое для симметрии? Смотрите, видите, красным обведен сам раппорт, да? И вот здесь слева, видите, дополнительно для симметрии еще 1 изнаночная прибавляется. Поэтому 20 плюс 2 кромочные и плюс 1 для симметрии. Итого набираем 23 петли для образца. Вот. И если вы хотите резиночку, тоже как я связать, просто вяжете первый ряд лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, да, до конца ряда. Причем лицевая вяжется скрещенной лицевой. Но это значит, вот, чтобы выпуклость такой вот организовать. Скрещенная лицевая, а в изнаночном ряду это будет скрещенная изнаночная, то есть наоборот, да. Ну, как объяснить, что такое скрещенный, кто никогда не знал. Вот смотрите. К примеру, вот у меня лицевая. Я вяжу бабушкиным способом, да. Лицевая. Я вяжу всегда за заднюю стеночку, да, чтобы не перекрученная была петля. А здесь как раз эффект в том, что петля должна получиться наоборот, перекрученная. То есть за переднюю стеночку, чтобы у меня вот так выглядел. Видите, она перекручивается. В изнаночных рядах изнаночная петля провязывается также перекрученной вот такой скрещенной, называется изнаночной, да. Поэтому здесь вот такая вот у нас как бы присутствует особенность этой резинки. И вот вы так вяжете скрещенные лицевые в изнаночном ряду. На месте скрещенных лицевых вяжется скрещенные изнаночные. Вот так резинка это выглядит с изнаночной стороны. Обычная резинка. На какую хотите высоту свяжете и начинаете вместе со мной вязать первый ряд, собственно, по схеме узора. Хотите, не вяжите резиночку, вяжите прям сразу узор. В общем, попробовать узор нужно обязательно в любом случае, прежде чем приступать к самому изделию. Во-первых, вы посмотрите на плотность, определите ее вместе со мной, это очень важно. А во-вторых, вы освоитесь с основными элементами этого узора, потому что на маленьком таком образце вы все поймете, а когда у вас будет уже полотно с несколькими раппортами, вы так замучаетесь. В общем, обязательно надо всегда, особенно если какой-то узор вы видите серьезный, обязательно нужно тренироваться его вязать на маленьком образце. Итак, первый ряд нашего раппорта вяжем. Итак, у нас с вами начинается кромочная, изнаночная. Дальше вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, скрещенная лицевая. Вот, собственно, о чем я вам говорила. То есть я вяжу не как обычно, чтобы у меня вот здесь развернутая была петля, а я наоборот ее перекручиваю за переднюю стенку. Так, дальше идет опять изнаночная, скрещенная лицевая. 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 Изнаночная. Дальше мы вяжем с вами
2 вместе лицевой с наклоном вправо. В моем случае я вяжу бабушкиным способом, я петли меняю местами. Так, провязали 2 вместе лицевой, делаем накид, лицевая обычная, и для симметрии у нас идет изнаночная все время слева и кромочная изнаночная. Второй ряд. В втором ряду узора, обратите внимание, во втором ряду узора необходимо вязать, как смотрят петли, но наши вот эти вот скрещенные петельки в изнаночном ряду тоже присутствуют, только теперь они будут изнаночными скрещенными. То есть смотрите, вяжем в начале, схема читается у нас слева направо в изнаночных рядах, кто не знал. Вяжем, первая у нас идет лицевая, дальше идут 3 изнаночные. Дальше у нас идет с вами лицевая. И вот сейчас идет скрещенная изнаночная. Это значит, что я вяжу не за переднюю, как обычно, изнаночную, а за заднюю стеночку. Вот так. Ну я уже ее перекрутила. Вот так. Так, дальше идет лицевая, скрещенная изнаночная. Снова лицевая, скрещенная изнаночная. Лицевая, скрещенная изнаночная. Лицевая, девочки, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, дальше просто изнаночная, накид провязывается изнаночной, еще одна изнаночная, лицевая, кромочная. Я с вами провязала этот ряд, чтобы показать, как он вяжется, и все последующие ряды четные изнаночные вы вяжете аналогичным образом, провязывая, при этом не забывайте, что у нас с вами накиды вяжутся тоже изнаночными. Так, теперь у нас с вами третий ряд. Мы вяжем с вами первая кромочная, изнаночная первая, лицевая, накид, лицевая. Так, еще раз накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, 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 скрещенная лицевая. И дальше у нас 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, кромочная. Четвертый ряд вяжем как второй ряд, да, то есть как смотрят петли, и скрещенные, не забываем изнаночные вязать. Так, девочки, у нас с вами 5-й ряд. В 5-м ряду мы с вами вяжем следующим образом узор. Первая изнаночная, затем идет лицевая, накид, 3 лицевые, накид, дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, и пошли скрещенные лицевые. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Все. Дальше у нас вяжется 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, кромочная. Связали. Теперь 6-й ряд у нас, как смотрят петли. Не забываем изнаночные вот здесь по центру, по схеме. У нас их с вами будет 4 штуки, вязать скрещенными изнаночными. Как вы поняли, девочки, у нас с вами поменялось уже количество петель, да, их стало больше, видите. Так, в общем, мы с вами дальше продолжаем вязать 7-й ряд. Вяжем с вами первая изнаночная, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3,
4, 5. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, накид, лицевая, изнаночная, кромочная. Так, у нас с вами сейчас 8 ряд, и вяжем его, как смотрят петли. Не забываем про скрещенные петли, изнаночные вязать вот тут по центру. У нас с вами 9 ряд. Вяжем следующим образом. Изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого первые, вторые петли я меняю местами. Первая за работой, вторая перед работой. Вяжу как 3 вместе лицевой. Видите, у нас вторая поверх первой и второй получилось. Дальше вяжем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная и кромочная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли, не забываем про 2 скрещенные изнаночные по центру. Так, у нас с вами 11 ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, вяжем с вами 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали. Опять 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Дальше у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, затем идут 2 лицевые, затем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная и кромочная. Так, у нас с вами 12 ряд, и мы вяжем с вами его, как смотрят петли. Не забывайте про 2 скрещенные изнаночные в центре нашего узора. Так, у нас с вами 13 ряд. Вяжем его следующим образом. Первая изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Сейчас, девочки, нам нужно будет 5 вот этих лицевых провязать вместе. 5. Представляете? 5. Для этого нам необходимо выделить центральную 3-ю петлю. Да? То есть я, видите, что делаю? Меняю их местами, так, чтобы у меня центральная оказалась самой первая. Вот это вот. 3-я по счету. Да? И теперь я все это лихо провязываю как 5 вместе лицевой. Вот так. И у меня центральная, видите, поверх всех петель легла. Дальше. Так, связали с вами 5 вместе лицевых. Дальше идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, лицевая. Опять, девочки, перед нами 5 петель. Мы должны выделить с вами центральную и связать все 5 одной лицевой. То есть, смотрите, еще раз показываю. 3 петли. Переснимаю третью перед работой. Держу вот эти первые 2 за работой. Набрасываю третью поверх этих 2. И все вместе провязываю как 5 лицевых. Оказывается, у нас одна, видите, по центру. Дальше идет лицевая, накид, лицевая, изнаночная и кромочная. Так, мои хорошие, скрещенные петельки у нас закончились. В 14 ряду мы все вяжем, как смотрят петли. Так, у нас с вами 15 ряд, девочки. Вяжем первая изнаночная, лицевая, накид, еще одна лицевая, еще один накид, 3 петли вместе с выделением центральной. Таким образом, да, 3 петли вместе провязали. Делаем с вами еще один накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, еще один накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Дальше у нас с вами вяжется накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная и кромочная, изнаночная. Так. И у нас с вами 16 ряд вяжется, как смотрят петельки. Дальше у нас с вами идет 17 ряд, девочки. И мы вяжем следующим образом. Первая у нас идет изнаночная, затем идет накид, 2 лицевые. Дальше у нас идут с вами 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Это вот таким образом я делаю 3 петли, я меняю местами. Первые 2 у меня за работой, третья поверх них накидывается, да? И вяжу все вместе, как 3 вместе лицевой. Вот так. Дальше у меня идет лицевая, еще одна лицевая, накид, 3 изнаночные по центру, снова накид, лицевая, еще одна лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, просто вот так провязываю 3 вместе лицевой. Дальше 2 лицевые, накид, изнаночная и кромочная. В 18 ряду вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 19 ряд. И мы вяжем с вами следующим образом. Первая идет изнаночная, дальше идет накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Снова у нас с вами 3 петли вместе с наклоном сюда вправо. Также я меняю за работой первые 2, третья накидывается на них поверх, вяжем 3 вместе лицевой. Дальше у нас 5 изнаночных по центру идут. Дальше 3 вместе лицевой с наклоном влево, просто вот так 3 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Провязали. Значит, в 20 ряду вяжем, как смотрят петли. У нас 21 ряд с вами. И мы вяжем, значит, первая у нас изнаночная, дальше накид, 3 лицевые, снова накид, 2 лицевые, и снова вяжем с вами 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Также я с вами накидываю и меняю местами. Первые 2 за работой, третья, значит, поверх. И вот таким образом вяжу 3 вместе лицевой. Дальше идет изнаночная. И снова 3 вместе лицевой, но уже с наклоном получается
влево. Дальше вяжем 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, изнаночная, кромочная. И у нас с вами 22 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Так, мои хорошие, у нас 23 с вами ряд. Делаем с вами следующим образом. Первая идет у нас, как всегда, изнаночная, накид, 2 лицевые. Дальше идут 3 вместе лицевой с наклоном влево. Ой, вправо, вру, девочки. Меняем первые 2 за работой, поверх накидывается 3 и вяжется 3 вместе лицевой. Накид. Дальше идет скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, снова изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Дальше идет накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, изнаночная, кромочная. Связали. И 24 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Не забываем, что у нас с вами 4 будут изнаночные, скрещенные вязаться по центру. Так, у нас с вами 25 ряд. Вяжем изнаночная, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Дальше вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Также мы поступаем, да? Первые 2 за работой, 3 поверх них накидывается и провязывается 3 вместе лицевой. Дальше идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Дальше 3 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 2 лицевые, накид, лицевая, накид, изнаночная и кромочная. Так, связали. 26 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Не забываем, что у нас по центру будут 2 изнаночные скрещенные. Так, 27 ряд, 27 и вяжем следующим его образом. Изнаночная, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, также 2 за работы, 3 поверх них накидывается, вяжется вместе, 3 лицевые, изнаночная, дальше 3 вместе лицевой с наклоном влево, просто 3 вместе, вот так провязала я. Дальше вяжем 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, изнаночная и кромочная. Связали. Так, 28 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 29 ряд, девочки. 29 ряд. И смотрите, что мы тут делаем. У нас первая изнаночная, затем идет лицевая, накид, лицевая. Дальше идет изнаночная, скрещенная лицевая, снова изнаночная, снова скрещенная лицевая, снова изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, дальше изнаночная, так, опять скрещенная лицевая, изнаночная, просто лицевая, накид, лицевая и изнаночная для симметрии, кромочная. В 30 ряду вяжем, как смотрят петли. Не забываем, что все скрещенные лицевые в изнаночном ряду вяжутся изнаночными петлями, но тоже скрещенными. И, собственно говоря, девочки, раппорт у нас на этом заканчивается, на 30 ряду. И мы вяжем с вами с первого ряда уже
опять повторяем наш раппорт. И вот сейчас получился наш вот такой интересный узор. Наша задача сейчас все это дело таким вот образом разгладить, да, отпарить и посмотреть, что же у нас получилось, каким-то образом умудриться нам с вами плотность замерить. Как видите, он у нас волнистый узор такой получается, винтажный. Такой прям какой-то он у нас с такими тонкими какими-то узорчатыми видом таким, даже не знаю, как сформулировать. Интересный очень ажур получается, ажурный узор. Давайте сейчас с вами горячим паром обдадим наш образец, посмотрим, что из него получится. Так, вот что у нас с вами получилось с нашим образцом. Очень у нас стал такой прям влажненький, горяченький. Мы его сейчас хорошенько потянем в разные стороны и дадим ему высохнуть. Все, вот такой он у нас получился. И он такой у нас, собственно, и останется. Пусть сохнет. Мои хорошие, что у нас с вами получается? Расклад такой. Значит, здесь у нас в самой широкой части по схеме я посчитала, это задействовано 29 петель, да? Делаем здесь замерение. Линеечкой в широкую часть измеряем. Получается у нас 13 сантиметров. 29 петель набранных поделить на 13 сантиметров. Ну вот 2,2 получается плотность. В широком месте я записываю в 1 сантиметре 2,2 петли. Теперь смотрим узкая часть наша. Узкая часть вот здесь, да, у нас здесь было 23 петли задействовано, да, помните, мы набирали. Так, измеряем узкую часть, получается где-то 10,5. Также 23 поделить на 10,5 получается, ну тоже 2,2, ну там 2,19. То есть плотность у нас, девочки, на самом деле действительно 2,2. То есть то же самое я пишу 2,2. То есть я просто измерила от количества петель, да, у нас зависит ширина. И, в общем, вот так у нас вот такой получился расклад. По вертикали надо посчитать. У меня здесь 2 раппорта. И плюс еще вот тут я вязала резиночку. Хотела вам показать, как будет у нас начинаться вязание, да. Вот я связала 2,5 сантиметра в высоту эту резиночку. И вот так плавно перешла на вязание нашего узора от резиночки. Резиночка тоже вязала скрещенными лицевыми и скрещенными изнаночными по изнаночной стороне. Я-то об этом уже говорила вам. Итак, значит, что сейчас перед нами какая задача? Нам необходимо с вами рассчитать количество петель вот при нашем наборе, да, то есть нам для этого нужна выкройка, и мы будем смотреть ширину спинки. Смотрите, девочки, у нас с вами там выкройка, она у нас в дюймах. Пусть вас это не пугает. Вы любой размер по выкройке умножаете на число 2,54 и получаете размер в сантиметрах. То есть вот у нас там ширина спинки на самый маленький размер, я так понимаю, на 42, да? Это получается 18 дюймов, да? Вот 18 дюймов я умножаю на 2,54. Получаю, видите, ну 45,7, ну 46 сантиметров у нас получается на маленький размер ширина, рекомендуемая, значит, авторами модели. Эта ширина спинки и переда, она одинаковая. И теперь мы с вами наши 46 сантиметров
обязаны умножить на полученную плотность 2,2 и получаем вот такое количество петель, 101 петля. Я пишу 46 умножить на 2,2 будет 101 петля. Это наше с вами количество петель, значит, которые нам понадобится набрать на спинку и перед. Но мы должны с вами обязательно руководствоваться тем, что у нас надо учитывать величину раппорта. А величина раппорта у нас 20 петель, да, средняя. Поэтому наша задача красиво расположить эти 20 петель. Но у нас вот такое число мы поделим на 20 и получим, ну, естественно, 5. То есть у нас с вами умещается полных 5 раппортов, да, в ширину. То есть я рисую схематично, это вот так выглядит. 1, 2, 3, 4, 5. 5 по 20. По 20 петель раппорт. Нам ничто не мешает это связать, но вы помните, одна петля изнаночная у нас добавлялась для симметрии, да? Одна изнаночная с левой стороны шла. Что, ну, помните, здесь же у нас начинается все время с изнаночной, да? А здесь у нас добавляется. То есть мы вяжем с вами, начинаем раппорт вязать, связали 5 раппортов подряд и добавили еще одну изнаночную. Плюс покромочной обязательно надо добавить, да? И в итоге у нас с вами получается не 101 петля, а 103. Без кромочных, ну, никак нельзя, да? То есть, девочки, мы с вами должны набрать 103 петли. Вот и все. Дальше, если у нас размерчик побольше, да, то есть, ну, здесь вариант только такой. Добавлять еще плюс 20 петель. То есть, на следующий размер нам понадобится сделать уже 6 раппортов. Никак по-другому. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Схематично я вам изобразила. Плюс 1 изнаночная с левой стороны для симметрии. 1 кромочная, 1 кромочная. Итого, как вы понимаете, 103 плюс 20 получаем 123 петли, да? Вот, 123 петли. Мы можем эти 123 петли поделить на нашу плотность. 123 поделить на 2,2. Вот, это мы с вами набрали на спинку ширину 56 сантиметров. Ну, 55,9. Вот так обратным путем я пошла. И вам говорю, что если у вас величина ширины спинки вас это устраивает, то вам великолепно подходит данный расчет расположения узора. Да? Это понятно. Аналогичным образом на еще больший размер вы можете связать, когда добавите еще один раппорт. Да? То есть вот так. Если у вас это слишком много добавить 20, да, то есть целый раппорт, пожалуйста, вы можете добавить изнаночные петли, девочки. Здесь такой вариант не исключен. Что это значит? То есть, допустим, у вас не 103 петли, да, то есть, допустим, у вас не 46 сантиметров, да, а пусть у вас будет 50 сантиметров, да. Давайте попробуем вот такой нестандартный вариант рассмотреть. 50 сантиметров умножить на 2,2. 110 петель, да? Рассматриваем, что это значит. Это значит, что мы с вами 110 петель. Здесь также будет умещаться 5 целых раппортов. Вот я их рисую. 1, 2, 3, 4, 5. Да? По 20. 20, 20, 20, 20, 20. И одна для симметрии изнаночная остается неизменной. То есть этот наш костяк узора остался вот таким неизменным. У нас с вами задействована здесь 101 петля. Согласны? В неизменном костяке нашего узора. И у нас осталось 9 петель неприкаянных. Согласны? То есть, если мы 9 у нас никак не делится пополам, да,
То есть мы можем либо здесь 109 сделать, либо 111. То есть должно быть нечетное число, да? Давайте сделаем 111, легче считать, да? Из 111 отнять 101, получаем 10. То есть 10 делим на 2 для симметрии, получается 5 петель сюда у нас добавляется, 5 сюда. Из них одна кромочная, то есть 4 изнаночные у нас идут с правой стороны, плюс 4 изнаночные идут с левой стороны, и у нас здесь еще кромочные присутствует. Итого 5. То есть, видите, я добавила еще 10 петель дополнительных. Вот таким образом я их распределила. Вот эти 4 изнаночные у нас добавились, да, с двух сторон. Вот так вот. То есть по центру будет идти у нас симметричный узор ажурный, а с двух сторон добавляются вот эти изнаночные планочки, так скажем, да. И также вы можете, девочки, сделать с любым размером. То есть здесь я пишу, что это ширина спинки 50 сантиметров, да. Здесь у нас, по-моему, была, не помните, 50, я считала, 55, по-моему, сантиметров, да. Не помните, сколько здесь на 123? А мы сейчас еще раз сделаем. 123 поделить на плотность 2,2. Ну 56, девочка, ошиблась. 56 сантиметров. Ну 55,9. Вот. Вот таким вот образом, мои хорошие, все очень легко решается. Здесь у нас было с вами 46 сантиметров, да? Вот такой расклад. В общем, я сделаю вам описание для первого вот этого размера маленького, да, а вот эти вот размерчики вы сами для себя в принципе можете сделать, да, то есть вот это на маленький размер идет 42 размер, да, там где у нас с вами идет 50 сантиметров ширина спинки, но это будет у нас уже где-то 46-48 размер, да. Вот этот размер на 56, это уже 50-52 размер. Видите, мои хорошие, все очень просто. И опять-таки все зависит. Может быть, вы хотите посвободнее, может быть, вы хотите, чтобы прям все у вас на вас сидело в обтяжку, да, как бы, ну, плотненько, без всяких там каких-то таких свободных пространства вокруг вашего тела, да. Ну, в общем, мои хорошие, расклад понятен, очень простой расклад. Я желаю вам удачи. Теперь, что касается нашей вертикальной плотности. Так, вертикальная плотность меряется следующим образом. Берем наш сантиметр, измеряем. 24,5 получилась у нас высота. 24 сантиметра в высоту. И я посчитала, сколько количество рядов. Получилось 2 раппорта, я связала по 30 рядов, да, и вот тут у меня дополнительно 6 рядов было связано резиночкой. То есть 60 плюс 6 будет 66 рядов. И вот в 66 рядах у нас уместилось 24 сантиметра. Считаем. 66 поделить на 24. Вот какая плотность. 2,75 по вертикали. То есть я пишу, что у нас в 1 сантиметре по вертикали 2,75 ряда. Ну вот так вот. У меня так получилось. Может быть, я ошибаюсь. Давайте еще раз померим. Но я же все тут как бы уже отпарила, да. Еще раз посчитаем. Вот, 26 получилось. Но это вообще... Так, мои хорошие, давайте по вертикали померяем. Высота 20, получается 5,5. И у нас с вами 66 рядов связано в образце. 2 раппорта плюс 6 рядов я взяла резиночка, да. Получается 66 на 25,5. 66 рядов поделить на 25,5 сантиметров. Получаем 2,58. Такая вот у нас получается. То есть я пишу, что в 1 сантиметре у нас с вами
2,6 ряда. Ну так, округляем в большую сторону. Вот таким образом. И зачем нам нужна эта плотность? Повторю сейчас для тех, кто не понял, зачем нужна вертикальная плотность. Вы видели, что часто в описаниях к моделям в журналах пишут такие вещи, как 10 сантиметров там по горизонтали, 10 сантиметров по вертикали, да, и там пишут, там, допустим, 10 сантиметров, вот в нашем случае это получается 22 петли, да, а по вертикали в нашем случае 10 сантиметров получается 26 рядов, да. Зачем нам нужны эти ряды? Предположим, длина нашего изделия составляет ну пусть будет 55 сантиметров, да? Вот мы с вами 55 сантиметров умножаем на нашу плотность 2,6 ряда. То есть в одном сантиметре 2,6 ряда. Получается 143 ряда должно составлять все наше изделие. Не больше, не меньше, девочки. Если сделаете по сантиметрам, будете руководствоваться, измерять в сантиметрах, то после стирки ваше изделие может вытянуться и стать бесформенным, очень некрасивым, длинным. Вот. Придется перевязывать. Чтобы такого несчастья не случилось, обязательно все свои сантиметры переводите в ряды. То есть, допустим, до проймы мы вяжем, допустим, 38 сантиметров по выкройке смотрим, да? Вот мы эти 38 обязательно умножаем на нашу плотность 2,6 и знаем, что до проймы нам надо связать 98 рядов. Вот таким образом, мои хорошие, нам нужна, мы можем воспользоваться этой вертикальной плотностью. А сейчас я вам желаю удачи, чтобы у вас все получилось, и вы связали себе такой шикарный янтарный джемпер, таким рельефным интересным узором. Он очень эффектно смотрится, как вы видели на модели, да. И пряжу я постаралась подобрать под цвет, ну, может быть, более сиреневостью она отдает, там больше как-то красноты, да, но все равно очень мягкая, идеальная, мягкая, совершенно не колючая пряжа, просто супер.